Вот встань и говори, а потом они сделают из этого... Чего ты, спокойно, учись, тебе придется. Нет, учись, понятно, я не знаю, что говорить. Нормально, а это, по крайней мере, не в эфир. Ты сейчас что-нибудь подумай и что-нибудь скажи. Раз в 6 лет, конечно же, в ноябре, прямо в зиму, у нас приходит такая идея взять и поехать по России матушке, к настоящему русскому народу в гости. Мы в Москве русский народ не видим, не встречаем, а вот чтобы понять, о чем думает на самом деле не телевизионный русский мужик, приходится идти вот на такие интересные путешествия. Мы стартуем из Калининграда, ну как понятно, сзади у нас надпись этого города-героя. Мы запланировали, может быть, через месяца полтора оказаться в Владивостоке с помощью автостопа. Загрузка модели симуляции сознания. Путин Владимир Владимирович. Восстановление питания на основные системы. Там он как загружается, что оно показывает. Здравствуйте. Это Владимир Путин. Владимир Владимирович, Да-да-да, я слушаю. вы знаете, кто создал Терминатора? Александр. Я это сделал на одну зарплату. Так держать, молодец. Скажите, чем вы занимаетесь? Я президент Российской Федерации. А чем вы занимаетесь в свободное время? Старинная русская забава. Поиск национальной идеи. Расскажи стихотворение. Хорошо, попробую. Стих про жизнь. В могилу вас людей пихают годы. Увы, таков закон природы. I'll be back.